Я тут остужаю свои ножки от долгого пути. Все раздевалки выглядят вот так. Шторка. Вдоль скал идет вот такой вот проход. Дойдем до конца. Мама, смотрите, когда попала сейчас, а я пока... Ну, я думаю, ты тоже зайдешь. Вода, правда, очень хорошая сегодня. Мне не верится, что мы наконец-то добрались до морской воды, потому что все эти дни на острове мы проводили в термальных парках. Здесь скалы очень высокие, и они все обтянуты сеткой безопасно, чтобы камнепада не было. Сауна Нимф. Я так понимаю, это сюда? Да. Ого, как здесь горячо. А здесь стоит стул, на него садишься, голову засовываешь вон туда, и там так жарко, как в сауне, и ты просто дышишь. А мы думали, что мы можем поплавать, поэтому уже и купальники одели, и все это, и ходили, смотрели на все. На итальянском объясняют, что за них нужно платить. Я говорю, да я за них не хочу платить, я не хочу на них лежать. Да не рассказывай. Мы пришли завтракать. Сегодня он немножко другой. Покажу вам тоже. Но из такого полезного, из овощей только помидоры, сыры те же самые и омлет. Фрукты меняются. Сегодня дыню Тая набрала себе. И сок тоже меняется. В одном из прошлых выпусков мы показывали вам обзор этого отеля «Альбатрос». Он бюджетный, цена, качество. Отель неплохой. Можете посмотреть этот выпуск, кто еще не смотрел. А мы сегодня собираемся увидеть еще один классный термальный парк на Иске. Поехали! Карта парка и расположение бассейнов. И, как всегда, по вашим просьбам оставляю здесь прайс на вход в этом сезоне. Парк термальный Кастильоне, это вид сверху, но мы здесь не остаемся. Всем доброе утро, мы приехали в термальный парк Кастильоне. И мы здесь не остаемся, уезжаем в другой парк. Сейчас решим в какой. Сейчас расскажу кратко почему. Вход стоит с ребенка 17 евро, с Алисы, с нас, как за троих взрослых, по 25 евро. Ну окей, говорю, все нормально. Собираюсь рассчитываться за вход. И тут она мне заряжает, что вы должны обязательно оплатить 3 шезлонга и 1 кресло, либо наоборот 4 кресла. И это все вместе будет стоить под 100 евро. Я даже не стала вникать. Я поняла, что 52 евро стоит 2 шезлонга. Я говорю, в смысле? Ну я же за вход плачу. Почему шезлонги должны быть платные? Везде шезлонги бесплатные. Я еще такого не видела. Вот не хочу принципиально 100 евро отдавать за кровати, на которых мы не лежим. Я с Алисой так вообще не ложусь на них. Я постоянно в бассейнах. Поэтому мы едем в другой термальный парк. Итак, мы переехали на другую сторону острова. Это городок Сант-Анджело. И мы сейчас зашли в термальный парк, который называется Романтика. 25 евро вход с человека. И вы здесь можете находиться весь день. Бассейнов много. Комплекс сегодня весь покажем. Они разные. Есть теплые, есть горячие, есть очень горячие. И еще в очень горячие бассейны малышам нельзя, естественно. Парк достаточно большой. И он тоже каскадами. Пока что мы спускаемся просто вниз. Самый первый бассейн вот такой. Но я не думаю, что он сильно горячий. Идем дальше. Холодно. Этот прохладный, с морской водой, да? Это массаж ног. Отсюда мне можно? Вот в эти, где 40 градусов, Алиса не заходит сегодня. Термальный парк Романтика расположен в живописном месте, окруженным зеленью и цветущими растениями. Здесь очень уютно. Внутренние бассейны есть вот такие вот маленькие, но мы решили все-таки на улице, да? Алиса, здесь не плавают, здесь идут. Здесь получается слева, где дети идут, горячая вода, да? А там холодно. Да, и так нужно по кругу несколько раз пройтись. Сюда можно? Думаю, что нет. Мы забыли жилет в машине и идти далеко. Нужно с горки на горку и всем лень. Поэтому у Алисы сегодня вместо жилета бутылочка. Она учится плавать на бутылке, да? Я зашла в кепке. Во многих термальных комплексах здесь это, в принципе, то же самое, что плавательная шапочка. Шапочку никто не любит.
Из этого бассейна можно перейти в следующий. Температура 38 градусов. И Алиса здесь долго не будет. У Алисы прогресс в плавании. Она уже по собачьи что-то там гребет. Тая говорит, что она научила. Ага. Термальный комплекс приятный, народу немного, но, возможно, из-за того, что погода сегодня пасмурная и вообще машин даже на парковке было немного. А так одни пенсионеры в бассейнах, буквально там в том бассейне 3 человека, в том несколько человек, много-много пустых шезлонгов. Посмотрим, как будет в течение дня. Еще на территории есть бар, закусочный снэк-бар, там, где можно взять какие-то напитки. Заставили одеть эту шапочку придурочную. Мама, смуфик. Смуфик. Заставили все-таки шапочки одеть. Тая, не позорь меня, пожалуйста. Сними эту кепку и засунь волосы под шапочку, ладно? Потому что мне уже стыдно за ваше поведение. Вас слышно громче всех. Два близнеца. Тая, сними кепку. На территории комплекса есть еще внутренние бассейны и есть несколько саун. Сейчас мы тоже вам их покажем. Переходим во внутренние бассейны. На территории парка Романтика есть несколько саун. Я перешла, это прям очень горячий бассейн. Я еле-еле могу опуститься. Детям сюда однозначно нельзя. Ой, боже. Здесь, наверное, градусов 40. Я люблю такую погоду. Реально, вот когда так пасмурно, это самое шикарное время, чтобы посещать термальные парки на Исте. Да вы так курите, все так нечестно. Короче, плыву одна я, они бегут в одну. Те, кто живут в отеле Романтика, могут плавать в бассейнах бесплатно. А те, кто не живут здесь, должны платить по 25 евро с человека. Но есть такая опция, зеленая карта, что если вы живете в одном из определенных отмеченных отелей, которые сотрудничают с этим, то вы можете зайти по более дешевому билету. Да, например, отель Джинестра, он здесь рядышком входит в этот комплекс. Если вы проживаете в нем, то у вас будет скидка на вход. Есть вот такая беседка в цветах, а там внутри тепленький джакузи. Температура воды в джакузи приемлемая. Такая выше комнатная, но не горячая. Алисе комфортно. Я скажу так, мне этот комплекс Романтика очень понравился. Я не знаю, как здесь летом высокий сезон. Думаю, что поплотнее и людей однозначно больше. Но сейчас отлично, чтобы отдохнуть, релакснуть и провести время с семьей, с детьми. Никто не гоняет детей, как в садах Посейдона. Ребенок может находиться везде. В горячее она и так не лезет, в очень горячие бассейны, в которых 40 градусов. Вообще супер. Дождик начал накрапывать, мы уже скоро будем собираться и возвращаться в наш фориум. Накупались сегодня. В этом бассейне, где вот ногами ходить, вода горячеватая, и там на указателях стоит, что no бомбини, not бомбини, детям нельзя. Но так как никого нет, не гоняют сегодня Алису. Алису вообще здесь не трогают.
Эти термальные источники и отель находятся в поселке Сант'Анджело. И если спуститься чуть ниже к морю, то там будет очень хороший песчаный пляж с платными зонами и бесплатными. Мы вернулись в наш отель «Альбатрос» и сейчас к вечеру хотим просто пройтись улочками Форио. 10 минут от нас буквально. Poi ti sente disturbare, tu balli rock and roll, tu gioca a baseball, ma il sordo del camel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si navi da lì, senti. Мы вышли в центр, буквально 10 минут от нашего отеля «Альбатрос». Мне так нравятся эти магазинчики, которые украшены разными ящерицами, бабочками и морскими коньками. Фигурки из камней. Собирают камушки на пляже, делают такую красоту. Мне вот это понравилось. Мы по этим улочкам вышли в порт Форио. Ну, конечно, ледяная, это ж тебе не термальный источник. Форио – самый большой городок на острове Искья, занимающий около четверти его территории. В Форио хорошо сохранились сторожевые башни, которые в средние века служили защитой от пиратов, в том числе Тариони, которая сейчас является музеем. Из интересных мест Форио подскажу вам ботанический сад Ла Мартелла. Подробный выпуск о нем есть на моем канале в Ютубе. А еще, конечно же, термальные парки, такие как сады Посейдона, залив Читара, очень красивый, и пляж из залива. Покажу вам набережную Форио, она маленькая. Здесь пляжик песочный есть небольшой. И портовая зона с яхтами. Ну, конечно, ледяной, Алис. Порт красивый очень, крепость старинная, набережная красивая. Ты сейчас по голове себя ударишь, гимнаст. Покажу цены в нескольких ресторанчиках. Ну вот примерно средняя стоимость блюд такая здесь везде. Маме, а можно пойти? Форио приятный такой городок, и чтобы прогуляться вечером, здесь есть в принципе абсолютно все. И в следующий раз, если я буду на Иске, я бы также остановилась здесь.